Вера, у нас будет гость. Ты слышишь, Вера? Позвольте полюбопытствовать, Елизавета Михайловна, кто он на этот раз? О, вы молчите. На этот раз жених нечто из ряда вон выходящее. К нам едет Бельмондо, моя старая любовь. Вера. Я замечаю, что вы вообще не можете жить с мыслью, что ваша дочь не пристроена. Разве есть в этом что-то оскорбляющее материнское достоинство? Ой, прости, Вера. Я задумалась. Какая-то мания похудения. Ты пойми, наступает возраст, когда женщине нужно выбирать одно из двух: либо лицо, либо фигура. Ну вот. Идите отсюда, пожалуйста. Ты помнишь сына Любы? Мама, я же его никогда не видела. Знаю про него по Любиным письмам, о его любовных похождениях. Люба пишет, он стал совсем другим. Надо думать, неделю назад ему исполнилось 42. Вот нет ничего более жалкого, чем холостой мужчина. Жалуется, как будто это я воевала с каждой его невестой. Довоевалась. Конечно, для мужчины это совсем немного. И все-таки я понимаю ее страхи. Не жениться до 42 лет. Это все равно, что перенести на ногах грипп. Бесследно это никогда не проходит. Видишь, она пишет: от одного сознания, что на свидание нужно куда-то идти, у него пропадает к женщине всяческий интерес. Так когда он приедет? Люба только просит разрешения. Игорь давно не был в Ленинграде и думает подъехать сюда как-нибудь на денек. Теперь ведь это несложно, каких-нибудь 6-7 часов, и у нас, думаю, в пятницу. Мой ответ они получат в среду. Думаю, к пятнице он сумеет собраться. Наконец, мне было бы неловко не принять сына Любы. Да, мама, я тоже думаю, что он успеет к пятнице собраться, тем более, что об этом ясно пишет Люба. Она даже указывает, в каком вагоне прибудет ее чадо, ведь правда? Меня нет. Да? Здравствуйте. Твой классик. Между прочим, он не прочь стать твоим. Спрашивает, когда? В среду. В среду? Говорит, может быть, ты ошибаешься, ты обещала в пятницу. В среду, в среду. В среду? В среду. Это рукав. Ты с ума сошла? 8 час, а она не причесывалась и не завтракала. Ты заморозишь квартиру. Я не постучалась. Прости, но я думала... Ты думала, раз человек один, стучаться не обязательно. Согрей макароны.
Но обойдете вы патентный отдел. Ну что из этого проистечет? Низкая эффективность конструкции. Изобретаем новую технику, а новая техника, оказывается, с бородой. Кажется, это ваш отдел собирался потрясти мир системой очистки и изоляции от лакированных проводок. А способ снятия лаковых и эмалевых реагентов был изобретен еще в 1965 году. Из всех творцов абсолютно оригинальным был лишь Господь Бог. Проверяйте только. Всем некогда. Всем некогда, как теперь говорят, помирать день терять. Вера Николаевна, пожалуйста, прошу вас. Поможет вам Вера Николаевна, это единственное, чем могу уважить ввиду срочности. Помните, Верочка, только методическое руководство. Просмотр, изучение, отбор документов возлагаются на разработчика. Это справочный аппарат к отраслевому патентному фонду. Это микрофото, на нем мы просматриваем пленку. С описанием изобретений это ножницы, а это, между прочим, патентный вет. И все это мне нужно проглотить? Нет, это еще не все. Начните с рубрикатора. Тематика института, разбитая на технические направления. Потрясающе. Все знают, что будет через 10 лет, а никто не помнит, что было вчера. Может быть, вы, Верочка, в курсе, куда девалась наша прошлогодняя переписка с комитетом? Не могу найти. По-моему, это где-то здесь. Ну что, неужели нашли? Ну, Верочка, вы просто прелесть. Благодарю. Что же мне делать? Для начала отобрать патенты, выданные за последние 10 лет, на пороховой инструмент для забивания гвоздей. Ну, сначала нужно определить область поиска. Между прочим, изобретения во всем мире объединяются в 116 классов, 51 тысяча рубрик и более 600 подклассов. Так, потом вам придется сделать выборку патентов, относящихся к интересующим нас рубрикам. Определить дополнительно, смежные рубрики есть и такие, и сделать выборку патентов уже по этим дополнительным рубрикам. А меня, например, всегда удивляет, как кто-то может придумать что-то новое. Ну, как этот ваш инструмент для забивания гвоздей. Сглазите еще. Окажется, что открыл Америку. Может быть, тогда вы станете обращаться в патентный отдел не после, а до того, как садитесь творить. Ну, я пойду, Вера Николаевна. Угу. До завтра. До завтра. До свидания. До свидания. И все-таки, Верочка, вы занялись этим. Если мне не изменяет моя склеротическая память, в одной этой кассете около 50 описаний. Ну, а потом разработчики просто сядут нам на голову. И правильно, зачем? Талант, Верочка, в конце концов, сам пробьет себе дорогу. Вы, конечно, не согласны. Вы считаете, что талант, упаси Боже, можно погубить, что его легче сбить с толку, чем посредственность. Да, возможно, но если это действительно талант. Мне тут один предлагает варить кашу в мотоциклетном шлеме. Еще надеется, что это можно защитить каким-либо патентом. А вы ему посоветуете монтировать в шлем спираль или ручку сбоку приделать? Тогда и формулу изобретения придумать можно. Шлем, отличающийся тем, что с целью использования вместо электрокастрюли снабжен ручкой и электронагревательной спиралью, вмонтированной в полусферическое днище. Ой, я чувствую, что будет одной музы больше. Муза Вера – покровительница технического прогресса. Вы никогда не думали, Верочка, что было бы, если бы каждый из нас побольше думал о том, как получше распорядиться не человечеством, а собой? Вы знаете, что сказала Софья Ковалевская в день присуждения премии Парижской академии? Еще никогда я не чувствовала себя столь несчастной. Теперь я знаю, кто ваша героиня. Да, это было давно. В отличие от своей героини, я вовремя поняла, что работа не исчерпывает всей жизни женщины. И с этим открытием, Верочка, не следует запаздывать. Ну что вы, еще только 6:30. Конечно, задерживаться твое право, но ты должна знать,
Когда тебя нет, в 7 часов у меня начинает болеть сердце. Мам, пусть оно начинает у тебя болеть в 7:30. Папин замок стал заедать. Все-таки прошло почти 15 лет. Ну, 3 замков нам, конечно, не хватит. Я достала тебе кусочек на платье. Помнишь кремплен цвета морской волны с бирюзой? Он тебе очень нравился. Опять бегала по магазинам. Ну, смотри. Он действительно очень мил. Этот тон очень тебе пойдет. Ну, что ты молчишь? Что ты на меня смотришь? Я вижу, ты не очень-то довольна. Что ты, Ма, я просто подумала, что время кремплена прошло. Прошло. Ну, что удивительного, я искала его целый год. Тебе с колбасой или сыром? Все равно. Мам, мне тоже все равно. Я спрашиваю, чего тебе хочется. Пусть будет с сыром. Шурочка Павловна говорит, что сделает платье за 2 дня. Чего такая спешка? Как чего? А Полина свадьба в пятницу? Про свадьбу ты, конечно, уже забыла. Так когда прибудет твой высокий гость? В пятницу. Ну, самое лучшее, что ты можешь сделать, это не ложиться совсем. Ты знаешь, я обещала к среде. Скрипела земная ось. Что-то фантастическое. Охота тебе острить в такую рань. Гляжу я на свое письмо, гляжу на себя в зеркало, гляжу на свой образ жизни и, увы, как я постарела. Хорошо еще, что могу говорить об этом без сожаления. Мам, ну обещай мне, что ты больше не станешь. 40 рублей. Ой, 40 рублей. Ну что, нам не хватает? Ой, ну, мам, ну что ты в самом деле? Будьте добры, пожалуйста. 3 журнала «Спортивная жизнь России». Ага, спасибо. Интересует со склонами экс-чемпионка страны Лидия Горюнова. Окончив Большим опозданием. институт имени Лесговта, она с большим энтузиазмом работает с молодыми горнолыжниками, один из них. Благодарю вас, рыцарь, за вашу любезность. Она увеличивает мой тренерский энтузиазм.
Общественность ждет доктора. Да. Вам тоже нужен доктор? Перетрудились, поднося сумку тренера? Возьмите журнал. Это от меня. Большое спасибо. Карцева, опять я До провинилась? свидания. Ладно, пойдем навстречу доктору. Доктор все равно голоден. Придется его Такого кормить. доктора не грех и покормить. Гляди, Спасибо. вот кто много ест. Не мышка, Давай. мышка, а сколько добра Не переводит. надо тебе больше Вера. девушку. Пойдем, доктор, будет тебе ДП. А что такое ДП? ДП – это дополнительное питание. Пойдем. Мадам Кеннеди Анасис. Нас печатают на обложке журналов. Боже, ты мне дашь автограф? Принципиальная критика со всех сторон, это называется уже травля. Пойдемте, девочки. Как твои детки? Кушают котлетки. Да? Да. А сколько ему? Растет. 5 лет. А я думала, он институт уже кончил. Да, говорят, чужие дети быстро растут. Девочки, прямо вон туда в угол. Ага. Сядем здесь. Слушай, мне так нравится фотография. Симпатичная. Там и статья есть. Да? Лида, мы здесь. Ну, Что делается? чем же мы одарим новобрачных с 2 детьми? Подруга детства называется. Штуку Ну, хорошо. То есть, конечно, плохо. Умирает твоя больная, тебе жаль детей, дети большие. Угу. Мальчики. 6 и 9. Ну, ты брала бы Австасия, правда? Она же замужем. Да. Замужем. Мало Польки, ее сопливых сестер сразу, слава богу, выдала замуж. Так, пожалуйста, мальчики, 6 и 9. А если она его любит? Что же, если 2 детей, значит, и полюбить нельзя? Нашла теоретика. Ты практика послушай. Любит еще хуже, будет из кожи лезть вон. Замуж надо выходить не пылая, меньше разочарований. Скажи, Карцева. Мне, как теоретику, данная концепция представляется... Идиотская. Знаете что? Надо купить пианино. Сейчас отпрысков принято учить в английской школе. И чтобы обязательно фортепиано и фигурные коньки. Правильно. По крайней мере, вещь культурно-бытового назначения. Поскольку скидываемся. Ну что ж, тебе миллион. Кто нас вел в расход, Карцева, скажи. Да, конечно. Вот. И не жмись, доктор, знаешь? Ой, главное не заработанные деньги, а заработанное удовольствие. Не все ж такие грешницы. Грех, душа моя, делать то, чего не хочется. И не смотри на меня глазами по 7 копеек. Вот удивила. По-моему, это давно известно, что одни живут под знаком «надо», другие под знаком «хочу». Не люблю модальных глаголов. Учись у индусов, доктор. Мы все делаем через систему запретов, а индус через систему разрешений. Хошь, дерзай. Мой второй муж был философ. Да, я вижу, тебе еще на многое надо открывать глаза. А я тебе их открою. Открывай, открывай. А пока, девочки, пойдемте в посуду. Здесь недалеко. Я там видела сервиз польский на 6 персон. Стоит 56,70. Может быть, Прекрасно. сгодится? Мышка, ну что бы мы без тебя делали? Договорились, целую. Прекрасная принцесса Зинаида нас обнимает, целует и ждет. Обязательно сегодня. Ты слышишь? Кстати, ты не забыла про завтрашний абонемент в филармонию? Ведь пропадет вечер органной музыки. Ну, не сама же органная музыка. Забыла, в пассаже вечером были туфли. Черный лак, умеренная платформа. Каблук. Высокой, прямой. Югославия. У Югославии прекрасная колодка.
А деньги? А вот и деньги. Добрый вечер. Добрый вечер. Как вы точны. Проходите, пожалуйста. Все готово. С вашего разрешения. Вот, пожалуйста. Ну-с, почтеннейшая Елизавета Михайловна. Так насколько же я вас обременил? 200 страниц. 200 страниц. 200 страниц. 199 и четвертушка. Четверть страницы стал быть пятак. Итого 39,85. Ну, 5 копеек, естественно, у нас нет. У нас нет, у нас есть 2 гривны. У тебя есть 15 копеек? Посмотри в сумке. Мама, с него надо брать по 40 за вредность. Тише. Ну что вы. Угу. Помадочки, опечаточки. Ну, зачем же было так торопиться? Вот. Давайте я быстренько перепечатаю Да, эту пожалуй. страничку. А, впрочем, пусть остается так. Но вы забыли? Что? Ну, вы же первый читатель. По-моему, это очень интересно. А вы не заглянули? Как же я заглянула? Скрипела земная ось. Что-то фантастическое. Не понимаю, зачем было говорить, что тебе понравилось. А по-твоему, всегда нужно быть принципиальной. Да, конечно. И если человек дурак, ему непременно нужно об этом объявить. Да, мамочка, а почему нет? Да потому, что он, может быть, пришел к тебе вовсе не за тем, а чтобы чаю выпить. Чаю выпить. Уже готовы? Угу. Я сейчас. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Правду говорят, наши недостатки есть продолжение наших достоинств. Делает газету. Не нагазетилась. Ух, это ты, дружочек. Поздравляем с днем рождения. Анне Дмитриевны Швецовой-Котлевич, 75 лет. Да-да. Вот прочти надписи к фото. Малышка Анечка. Гимназистка. Свадьба. Оперета. Свадьба Марион Гурмышская в лесе. Не правда ли, красавица? Все красавицы былые, все актрисы мировые. Марселина, женитьба Фигаро. Вот я, Клей, думаю, что если бы Анечка знала, что вот этот молодой человек, ставший ее мужем, и их сын тоже артист, в один день попадут под бомбу со всей концертной бригадой. А старость она проведет вот в этом прекрасном доме только одна. Как ты думаешь, смогла бы она сыграть Марселину? Один грек сказал, устами проместая, я от предвидения избавил смертных. Недурная мысль, а? Ой, как я рада, что вы так быстро собрались. У тебя очень красивая улыбка. Почти как у меня.
Ты знаешь, в детстве я всем говорила: папа у меня такой красивый, мама такая умная, и оба обижались. Значит, я не умная, значит, я не красивая. Спасибо тебе, мой родненький, за твой крем. Крем мировой. Слушай, у меня же есть его фото. Любиного сына. Интересно, откуда это у вас знают про наших гостей? Откуда? Слава богу. С твоей матерью и Любой мы играли на одной сцене, не бог весть на какой, но... Ну, недавно в одном письме, посвященном различным вопросам нашей действительности, Люба... Бом-бом-бом-бом, не дам альбом. Почему-то он всегда снимался в трусах. Ведь он же был чемпионом по волейболу. Ну, я же говорю, рост, фигура. О, брюнет. А это Николай Николаевич. На память Зиночки от Николая Николаевича. У него был какой-то заслуженный пес, и, ухаживая, Николай Николаевич непременно дарил тебе пёсье фото. Добрый, смешной Николай Николаевич. Ты знаешь, как-то он купил себе новый портфель, и чтобы не пачкать ручку, он заворачивал ее в салфетку. Вот так. Вот ты и просмеялась всю жизнь, да критиковалась. И это туда же. Был один человек, она ему так нравилась. А он ей? Я, например, всегда предпочитала, чтобы любили меня. Если бы любовь одного человека возникала бы как ответ на чувство другого, жить, вероятно, было бы слишком просто. Ну, признайтесь, много у вас было романов? Всегда только один. Строго говоря, романов было два. Один с поэтом, и я год писала стихи. Другой с певцом, но я не запела. Я весела, беспечна, меня такой все знают, улыбками встречают. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ария Мизетта из оперы «Богема». Музыка композитора Пуччини. Ой. Когда-то еще девчонкой в одной книженце по физиологии я вычитала, что женщине нравятся в мужчине черты, которых она лишена сама. Я всегда знала, что не полюблю, не выйду замуж. За человека неталантливого. Ого, уж не собиралась ли ты осчастливить самого Станиславского? Почему бы и нет? Все-таки это несправедливо. Когда гости накормлены, напоены и настает для хозяйки благодатный момент, можно вдоволь потрепаться, они встают и уходят. Ты же даже не сказала мне, какие у тебя новые увлечения. А увлечения все старые. Ахмадулина. Ты приезжай, я тебя почитаю. Что? Это для Веры. Нет. На. Нет. Ах ты, Господи. Спасибо. Принесите мне книгу. А, книгу. Тебе ведь, небось, про любовь. Как минимум, про дружбу. Счастливо. Счастливо. Как назло, сломалась машинка, пришлось дошивать на руках. Ой, ну вот всегда так бывает, когда спешишь. Шурочка Павловна, вы прямо волшебница, добрый ангел. Вы так нас выручили. Вы понимаете, что значит в 2 дня сшить платье? Я бесконечно вам признательна. Ой. Ну? Мам, ты меня как 1 сентября Давай, в школу. Вставай. Ой.
Вот. Что это, мам? Ой, это тебе от Зины. Ой. Мне столько еще надо сделать. С этим приездом все идет вверх дном. Надо приготовить обед на 3 дня, отпроситься с работы, он будет в 3 часа, и кто-то же должен открыть человеку дверь. Надо накрыть на стол. Все-таки парадный обед. Это бывает не очень часто. Конечно, сегодняшний день мне будет стоить немало здоровья. Не понимаю, почему было не появиться дома в приличном виде, не одеть новое платье? Тогда зачем тебе новые туфли, чтобы шлепать по грязи в такой обуви? Ты еще пожалеешь. Пожалуйста, не опаздывай, все-таки парадный обед. В воскресенье в Москву свезете? Постараемся. Дневным? С дневного только что, уж лучше ночью. Лег, уснул, и все в прошлом. Первый. Купейный, нижние. Спасибо. Вот и Вера, Елизавета Михайловна. Вы напрасно беспокоились. Нет, справиться с этим замком не в моих силах. Позвольте, Игорь, этот замок слушается только меня. Да, пожалуйста. Здравствуйте, Игорь Петрович. Как добрались? Ну? Ой, ты знаешь, мама, я зря тебя не послушалась. Сегодня в этих туфлях явно не по погоде. Не буду мешать, вы с работы.
Ну, зови. Сама зови. Зови, зови. Да-да. Простите. Обедать. К столу, прошу. Это вам от мамы. Проделана определенная работа. Ну и богу, зачем же она потратилась? А это к обеду. И вы, Спасибо. Игорь. Садитесь, пожалуйста. Я буду звать вас просто Игорь. Это простительно старой тетке, знавшей вас еще в пеленках. Конечно. Однажды ему подарили ружье, и все приставали. Игоречек, в кого это ты будешь стрелять? Ну, в кого интересно? Осторожно, Игорь. А он так мрачно. Соседи. Да. Вера Бакалаев. Минуточку. Это наша старая привычка по праздникам и воскресеньям обедать с музыкой. За тех, кто сейчас думает о нас. Да, за Любу. Прошу. Спасибо. Так, передай, пожалуйста, хлеб. Так, вы, Игорь, не взяли селедки. Ну, до селедки еще не дошла очередь. Кормите, как на 1 мая. Может, салат? Я вот лучше рыбку возьму, можно? А тут тертая капуста и яблоки. Вижу, вижу, спасибо. Все так вкусно. Ох, это время, которое бежит так быстро. Оно просто ужасает. Вы знаете, есть мнение, что скорость времени адекватна скорости света. То есть это значит, что время бежит со скоростью света. Да. Тут яйцо под майонезом. Вижу, вижу, спасибо. Хотите тест? Верьте великодушно, в ответ не смотрел. Нам предлагают следующее. Составить автопортрет из кружочков, квадратиков и треугольников. Каких треугольников? Ну, все равно. Ну, пусть будут равнобедренные. Давайте, а что мы узнаем? Вот нас уверяют, что мы узнаем свой характер. Давайте бумагу и карандаши каждому. Сейчас. Очень хорошо, я пока разделаюсь с посудой. Нет, мама, ты уж не уходи. Должны мы наконец узнать, что у тебя за характер. Молодым никогда не понять стариков. В молодости все стараешься отложить на потом, а в старости понимаешь, что ведь это потом может и не наступить. Мама, перестань. Я тебе говорила, что умереть может и молодой. Молодой может, а старый должен. Ну, будем считать, что мы никому ничего не должны, и сдавайте, пожалуйста, ваши работы. А я тем временем посмотрю в ключ. Вот. Перевожу. На основании употребленных фигур разного вида аутентично. Достоверно. Ага, правильно, достоверно основано на первоисточнике. Верно. Стало быть, достоверно устанавливается процентное содержание в человеке доброты, кружочки, доброта она круглая, секса, треугольники, вон она и третий, и интеллекта. Вот, запомните, Елизавета Михайловна, интеллект – это квадрат. Ну-ка, сдавайте ваши работы, сейчас мы про вас все узнаем. Человек, состоящий из одних треугольников. Да, кажется, это действительно я. Только я в молодости. Ну, не хотите открываться, давайте сыграем в слова. Аутентичный. Прошу вас. Достоверный, основанный на первоисточнике. Аутентичный. Я очень люблю подсматривать, поэтому безопаснее будет ко мне повернуться лицом.
Достаточно? У меня 9. 11. Читайте свои. Тина. Есть. Туча. Есть. Тента. Есть. Унты. Есть. Ученый. Ученого нет. Титан. Титан тоже красиво. Титан мысли, кипятильник идей. Анты. И не неуч. Умница. Как я понимаю, все 9. Так, ну, у нас попроще, зато побольше. Пожалуйста. Аут, чита, учет, тын, чай, чин. Проигрываем в качестве, выигрываем в количестве. А вы выдумщица. Но мать успеха простота. Когда-то я тоже выдумывал, хотел выдумать что-то необыкновенное, но вскоре понял, что человек не поощряет сложности, ибо устроен он, как его ухо. Оно не воспринимает ноту, если в ней меньше 16 вибраций в секунду и больше 20 тысяч. Ну, диапазон достаточно широк. Ты будешь сердиться, а я скажу, почему вам не пойти на эту свадьбу вместе? С ним? Да. Потом к 7 мне нужно на лекцию. Неудобно бросить человека одного. Ну, мама, один раз на эту дурацкую лекцию в Дом управления можно и не пойти. Ты думаешь, мне нужна эта лекция? Мне жалко лектора, ведь он должен читать кому-то. И что страшного, если один раз ты сходишь куда-нибудь не одна? Он может нравиться или не нравиться, но уж показаться с ним не стыдно где угодно. Такие-то вещи, слава богу, твоя мать еще понимает. Да? Познакомьтесь, мои подруги Лида, Тамара. Игорь Петрович, после отбоя просто Игорь. Пожалуйста. Прошу вас. Спасибо. Всем по порядку. Спасибо. Нам туда. Шоколадку. Вон. Разрешите сумочку? Вы осторожно, тут посуда. Что за человек? Прошу вас. Случайный человек. Нам туда? Ах, не бросайся, Карцева. Подниму. Дерзай. Может, помочь? Да нет. Еще одну вазочку надо. Вазу? Вазу. Юрка, где взять вазу? В маленькой комнате. В маленькой комнате. А где же Поля? Одевается. И стулья. Что за манера такая? Ходить по гостям без супругов? Да ведь нет его, тетя Тоня. Сидит себе на своей Камчатке. А где именно? Мысь лопатка. Торчит там 2-й год, будто это не лопатка, а лопатище. Ну, это единственное место, где сохранились каланы. Каланы? А что это такое? Это морские выдры. Женщина в белом? Что? Я говорю, сдать 20 килограмм и получите женщину в белом. Или 4-томник Аристотеля. Аристотеля? Зачем? Все хотят быть умными. Была подписка и очередь, как за воблой. Хотите быть умной? Читайте вот это. Что это? Письма Тургенева. Что там 4-томник вашего знакомого? Какого знакомого? Аристотеля. Идут, Поленька, кажется, твои. Ордена Октябрьской революции, ткацкая фабрика, Нева. Давайте, девочки, давайте, в обойме дорог каждый патрон. Вы спросите у девчат, кто теперь наш депутат. Вам ответят. Оля!
Вы спросите у ткачей, кто заботы знает их, вам ответят. Поля! Кто подбодрит новичков? Кто утешит старичков? Поля! 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 Молодцы! Мы, товарищи, тут подработали небольшой перечень заслуг невесты. Как это, минут на 40. Но боимся, как бы не опоздать к столу. Раздевайтесь уже, раздевайтесь. Ой, милости просим. Горюнова. Ой, на-ка, снеси салат. Ой, смотри на меня, Горюнова. Она разрешила. А я не разрешаю. Ну, ладно, ладно, иди. Семечкин, приглашай за стол. Прошу всех за стол. За стол, товарищи. Главное в нашем деле, чтобы не произошел обрыв нити. Прошу вас, прошу вас, прошу. Ну, давайте, давайте. Да. Игорь железный человек. Во всяком случае, первый, кто меня не попросил телефона. И не пялился на бедную женщину, будто у нее расстегнуто полдюжины пуговиц. А мужчина всегда себя ведет так, как ему позволяет женщина. Это твои наблюдения? Ого. Представляю, если бы он еще любил одеваться. Подруга, внуши ему, такие туфли уже не носит. Достойный человек. Что-то, мне кажется, его достоинства все с частицей «не». Знаете, как муж хороший. Не пьет, не бьет, не курит, а этот не пристает. Бог в помощь. Ищи достоинства с частицей «да». Он женат? Ну, нельзя ли без глупых вопросов, доктор? Карцева пришла с человеком. Карцева не сильна в отборе шайбы. Точнее, в эту игру не играет. Если сердцем все так принимать горячо, то зачем обнажать при мужчинах плечо? Сколько их у меня было. А теперь я думаю, мне кажется, что никого я из них не любила. А может быть, дело все в том, что никто из них не любил меня. Я как престижная женщина. Ну, как дубленка, как третья модель «Жигулей». Все, баста, помнила девушка. Чего ты на меня уставилась? Ну, просто я как медик. Всегда опасаюсь, когда какой-нибудь процесс прогрессирует внезапно. Даже процесс поумнения. Лапочка, тебе надо было иметь детей. Дети – это вершина любви. Это вам Шенкин сказал. А я тебе говорю, на бездетной женщине глаз отдыхает. А потом я настолько люблю детей, чтобы желать что-нибудь определенное. Девочку или мальчика. Вот приходим мы сюда с Томкой в первый раз. Послушай, Поля, сейчас, девочки, давайте чай заварим. Угу. Да потом заварим, все равно еще едят. Это было год назад, в сентябре. Ну, Юрка тогда в первый раз в школу пошел. Я его спрашиваю, где тебе больше понравилось, в детском саду или в школе? Да ты понимаешь, говорит, что не будет детей, быть не может. Прав был мой физик, когда говорил. Расплата обязательно. Нельзя девочка выстрелить из ружья, и чтобы приклад не ударил в плечо. Добрая, храбрая. Ну, ты наша гордость, наша красавица. Да ладно, плохая я, неправда. Ну вот не верим, ну вот нисколько не верим, ну нисколько. И никогда не поверим. Подумаешь, физик ей сказал, да трус он твой физик. Схватил ношу не по себе и пеняет на ношу. Да он не пенял. Мужская логика. Ой, девочки, а мне, знаете, кажется, самой нужно любить.
Вот если саму не любить, ну как поймешь, что тебя любят? Да. Вот если будешь любить, и тебя будут любить. Ой, теоретики. Слушайте, ну сколько лет прошло, а мы опять все вместе. И мы всегда будем вместе, всегда. Ты адвокат, по-моему. Разводы и раздел совместно нажитого имущества. Жизнью доволен? Я как-то высчитал, сколько секунд осталось жить. Получился миллиард и небольшой такой хвостик. С тех пор стараюсь каждую минуту прожить с удовольствием. Получается? Секрет прост, как говорит моя жена. Главное, поменьше думать. Ну, в общем, жалко расставаться с этой привычкой совсем. Да-да, извини, Верочка, я сейчас. Верочка, а что если нам сбежать отсюда? М? Вот так просто взять и сбежать. Ночь, улица, 2 человека, фонарь горит. А где аптека? А действительно. Как будто встретили Новый год. А как вы встречаете Новый год? Новый год? Впору интересоваться 1 мая. Оп! Так вы говорите Новый год? Ну, признаться, этот вопрос давно перестал меня интересовать. Сидим с маменькой до часу ночи, вот, и баиньки. Дома? Дома. Счастье, как сформулировала моя родительница, это когда Игорь дома. Из чего следует, что счастье это родительница ваша знавала не всегда. Да, не всегда. Но зато теперь с каждым годом мне все легче делать ее счастливой. Давайте посидим. Не замерзнете? Ну-ка, дайте-ка вашу руку. Угу. Дайте. У мужчин безымянный палец длиннее указательного, у женщин наоборот. Безымянный? Ой. Кстати, где ваши туфли? Здесь. Пошли. Ну, о наших с мамой вечерах можно писать тома. По-моему, я у нее солдат, которого важно занять. Знаете, чтобы, главное, без дела не сидел. Вот, например, я прихожу с работы, каждый раз выясняется, что в доме нет хлеба. Я кричу, ругаюсь, говорю, ну вчера же покупали, можно было купить больше. Нет, это непременно свежее. Я бегу вниз в булочную. А еще вот смейтесь над нашей провинциальностью. Мы мчимся на все премьеры, в театры, в кино, на выставки. Вечно мы куда-то записаны, вечно вот-вот должна где-то подойти очередь. Ну, зато у вас хорошо налажен быт. Можно даже говорить о комфорте. Чаю хотите? У меня после гостей всегда зверский аппетит. Хочу. Вы не ели, я почти не танцевал. Согласитесь, что возможностей попить чаю у вас гораздо больше, чем у меня потанцевать.
Танцы ночью на кухне. Ну, этот грех простится вам всех скорее. Танцы на кухне ночью. Берите пример с вашей подруги. Только не пытайтесь меня уверить, что вы не помните ее имени. Ну что, такое не забывается. Кстати, у нее есть великолепная новелла о ночевке на лыжных сборах. Кажется, где-то на Чигете. А? Великолепная новелла. Ну, соль в перепутывании комнаты, как вы понимаете. А вы боитесь даже потанцевать. Вы бросьте эту старомодную привычку сочинять сложные слова. Вы стараетесь чуть-чуть выйти из образа. Поверьте, наш читатель легко отличит. Вообще-то, я иногда завидую какому-нибудь там 17 веку. Вот представляете, человек, ну, я не знаю, шлифовал линзы, а потом садился себе вечером и писал трактат о человеке, о его счастье. Представляете, ваш покорный слуга, зав. Лабрадории водоочистки, и вдруг трактат о человеке. Простите, спросите, а почему трактат о человеке, а не водоочистки? Вы что, специалист по человеку? Специалист. Нет, не специалист. Влас – водопроводчик, Глеб – гранатометчик, Ева ездит в цирке, на коне верхом, Игорь – инженер. Как видите, я не составил исключения. Игорь философ. Да так, философствую. Общедоступное удовольствие. Да вы руками берите. Зубы заговариваю, чтобы найти путь к сердцу женщины. Не забывайте, что уже около 11. Нас учат, что всякий план должен базироваться на реальных возможностях коллектива. Так? Так. Но немаловажно, чтобы после выполнения плана коллектив остался жив. Поэтому голосуйте следующие предложения. На сегодня нам хватит Эрмитажа, а ваши саки, Верочка, мы оставим на десерт, то бишь на завтра. Прекрасно. Хотите, я скажу, о чем вы думаете? Неужели думаете вы? Не заглянув в сокровищницу мирового искусства, этот тип не сможет спокойно отбыть в Москву. Как будто секрет то, что думаете вы. Вера с ее привычкой все усложнять, конечно, не поймет мой призыв сбежать. Мой призыв к простоте не следует понимать буквально. Одну минуточку. Двушка пропала. А исправные у вас бывают? У нас всегда бывают двушки. Спасибо.
Не, разрешите позвонить? Не работает. Там тоже не работает. Спасибо. А я всегда предоставляю человеку возможность ошибиться. Действую согласно бытующей теории, что на ошибках человек учится. А как насчет другой бытующей теории? Что после нас остаются наши дела, может быть, ему надо было врача вызвать? У вас бойцовский характер. Что касается фразы «остаются наши дела», вполне в духе Гёте. Но самое интересное, что я сейчас звонил вашему единомышленнику. Послушайте, а что, если нам поехать к Эдисону вот так неожиданно, без звонка? Думаю, что у гения найдется даже стакан чаю. Ваш друг? Ну что, в моем возрасте приличные люди уже не имеют друзей. Играли в одной команде, в волейбол. А потом он женился на прелестном создании, обожавшем на свете 3 вещи: стихи, театр и, как выяснилось, Гошу, который пушкой бил с 3-го номера. Скажите, девушка, где у вас тут эстрадная музыка продается? В том отделе. Ага, спасибо. А вот хорошо. Пожалуйста, девушка, Утесова и Шульженко. А там еще дети, много детей. Ну, сказку возьмем. Ой, скажите, у вас нет случайно черной курицы? Нет. Нет. Конечно. Маугли тогда, пожалуйста. Ох, это мне черная курица. Сколько было пролито слез у репродуктора. Прощай, Алеша, прощай навек. Сколько стоит? 4,95 в кассу. Только одним ты можешь утешить меня. Постарайся исправиться и будь таким же хорошим мальчиком, как прежде. Только не говорите, что меня трудно узнать. Ой, Мы, храбрые викинги. Да будет вам известно, что мы с Гошей кончили ВИК. Всесоюзный институт канализации и водоснабжения. Боже мой, Игорь! Господи, скорей! Игорь! Все жалуетесь, что не внедряют ваших изобретений. Смотри, не кормят их, бедных. Что ты это называл с мастером спорта? Смотри, даже зарядку перестал делать. Значит, так окреп, что в ней не нуждаете. Проходите, пожалуйста. Проходите. Значит, меня вы помните, а это Вера. Вера. Инга. Вера. Гоша, он же Эдисон. Сколько лет ребенку? Сколько лет ребенку? Сейчас спросим. Сколько тебе лет? Опять забыла. Мне же 5 лет. Вера, мы же собирались приветствовать детей. А это тебе, маленькая ворчунья. А у вас есть время? Зачем? Чтобы со мной поиграть. Конечно, есть. Я для этого и пришла. Ух ты, тебе принесли замечательную сказку. Да-да. Вместо кошмарного чтения на ночь будем ставить пластинку. Проходите, Просто как все проходите. гениально. Еще проще давать ребенку на ночь хлороформ. Вот его зовут Ворчун. Ворчун. Ну что же, наблюдая талант, мы должны учитывать не только грубые, бросающиеся в глаза факторы, но и мельчайшие симптомы, отличающие его от простого смертного. Лично я таких, не успевающих все сделать на работе, просто не держу. Обыватель всякий да потрудится, потрудившись же да вкусит отдохновение. Ладно, не морщи лоб, у тебя становится слишком умный вид, благодетель человечества, имеющий план благодетельствования. В настоящем нахожусь в утеснении с 3 детьми. Да, конечно. Ну, об утеснении нам поведает Инга. Ой, не говори, без бабушек, 3 детей. Если садик продленка, это, конечно, очень хорошо, но, знаешь, в один прекрасный день начинаешь замечать, что у тебя растопыренные руки. Как будто ты повсюду ловишь свою Катьку. В трамвае уже не смотрят. Толкают, словно бабу с мешком. Вот так, Игорь Петрович, мы и живем. Катька должна ходить в детский сад, Юрка должен учиться, Игорь должен учиться и тренироваться, он же у нас хоккеист, папочка должен совершать открытие. Ну, а что должна делать я, помимо того, что работаю? Это вы понимаете сами. О, среднее поколение. Мам, ура, у меня 5! А ты говори после этого, что сын отличник. Что будем пить? Как женщины? Женщины? Женщины составляют наименее прихотливые сословия. Да? Да. Ну-ну. Пожалуйста, 7 рублей с вас.
Ну, бери деньги, но не суетись. Спасибо. Да. Так вот. И тут выясняется, что нет проводов, нет кабеля, 5-10, как будто я прошу для себя. А невнедренные изобретения можно не внедрять, поскольку со временем появляются более совершенные невнедренные изобретения. Прости, я забыл, как ее зовут? Ее зовут Вера. С Верой, брат, некогда люди чудеса творили. Надеюсь, и во мне объявится эта способность. Выходит, одно чудо я уже совершил. Меня умыли, одели и отправили за 3-9 земель свататься. А как относится к этому она? Ну, кажется, с пониманием. Во всяком случае, знаешь, не самый худший вариант. Ну, хозяйственно, скромна и даже красиво. Как говорится, шла замуж по расчету, а вышла по любви, так это про меня. А вилка? Забыла? Ему же нужна маленькая с круглой шейкой. Маленькая прихоть большого человека. Давай, тащи с круглой. Спасибо. Ибо не каждому дано получить авторское свидетельство, будучи еще студентом. Послушайте-ка, а почему нам не пообедать с музыкой? Ла-ла-ла-ла. Игорек, вот дядя Игорь был капитаном нашей команды. Между прочим, 3 года играл в сборной, ездил по заграницам. И руководство было счастливо, что в команде есть интеллектуальный человек. Сегодня сыграет, завтра на международном симпозиуме выступит. Знай наших. Ой. Давайте я Ну, поставлю. ребята, О, спасибо. Ну, надо же. Нет, не зря пришли мы к Гоше, потому что он хороший. А как поживают твои стихи, Инга? Вот мои стихи. Ну что же, это весьма достойно. Как пьяница, живущий без вина, так без тебя, поэзия, живу я. Но только дай мне каплю огневую, и вновь моя душа обожжена. Будем здоровы. Будем здоровы. Ой, вот напью, и завтра буду клевать носом. Не сделаю перевод, испорчу отношения с начальством. Ну, в плохих отношениях с начальством, как с аппендиксом, прожить можно до глубокой старости. Спасибо, Майя, пошел. Хорошо, иди. И, может быть, я ко всему остыну. Стихи отдам. Стихи отдам. И книги разлюблю. Мам, где мои гетры? Они там на кухне, я их постирала. Ну? За маленького ласкового сына, отвоевавшего любовь мою. Ты это помнишь? С тобой, подруга моя. Ну и что же ты изобрел? Машину, заменившую труд 10 человек, которые теперь ремонтируют эту машину? Это что ли? Были бы идеи, место под сукном всегда найдется. Нет.
Учти, что наша подруга служит в патентном бюро. Мы сейчас тебя выведем на чистую воду. Может, перестанешь благодетельствовать человечеству, а будешь благодетельствовать семью. Побольше в клюве приносить. Вот еще придумал. Шашлык готовлю в духовке. Шампуры не кручу, а не подгорает. Ну, спросите меня, почему? Почему? Поставил снизу противень с водой. И, будь здоров, жарится, как в паровой бане. Так. Может быть, тоже подать заявку на изобретение? В таком случае заявляется способ изготовления. Давайте я. Нет, я сама справлюсь. Давайте. Так, позвольте некоторым образом... Покажи, уж не хочет продемонстрировать, что помогает по хозяйству. Кто тебе поверит? На, вытирай. Катерина, что мы еще с тобой не сделали? Мы с тобой молодцы. Тише, тише. Это интересно? Дядя Игорь обиделся. Ведь открылся магазин. Продается апельсин. Одна долька 5 рублей. Покупайте поскорей. Я всегда метил в капитаны. Играл в волейбол, получалось само собой. Бросил. Предложили группу. Потом лабораторию. Взял. Вроде опять капитан. А мечты, замыслы оставил на потом. Вот завоюю положение. А мне мешало бы иногда и собраться с мыслями. А теперь где их взять? Эти мысли. Скажем, завтра конец. Что предъявишь? В конце концов, здесь остаются наши дела. О, кажется, разжалобил. Ну, где уж нам заниматься научными проблемами? Проснулся уже на работе, поговорил с одним другим, домой. Да не нужно решать никаких глобальных проблем. Просто нужно работать. Чего понапрасну обсуждать, сколько дано нам осилить? Так за разговорами, глядишь, приличного чертежа скоро не сделаешь. Важно другое. Не упустить время. И работать, да, честно, с увлечением, с полной отдачей, с верой в то, что делаешь нужное людям дело. Пожалуй, именно это. Угу. Сумеешь это? Возможно, и будет что предъявить, как ты говоришь, оставить здесь. Признаться, я об этом как-то и не думал даже. Так, значит, самое главное – это фактор усидчивости. Да? У меня в Москве сосед есть, ходит ко мне за книжками. Возьмет книжку, повертит в руке. Стать, что ли, писателем? Да нет, говорит, не смогу. Задница устает. А у тебя не устает?
Они вас так любят. Мне показалось, что и вы их тоже любите. Что у вас есть друзья. Мухи отдельно, котлеты отдельно. Черт, когда у нас можно будет сесть в такси? Карповка. Нет, не годится. Гоша меня любит. А почему ему меня не любить? Я не пялюсь в гражданственную укоризненную на мечты его юности, наоборот. При мне его мечты встряхиваются, как пес, вылезший из воды. Все в порядке, мы не отступили, жизнь прекрасна. Мне любить несколько сложнее. Ну вот, спасибо большое. На Карповку, пожалуйста. Ага. Да, в моем положении любить несколько сложнее. Ну, для этого требуется, наверное, совсем немного. Чтобы Гоша оказался бездарным. Вот так, держась за ручку дверцы, ездил в карете Ньютон. Но он пережил 3 пожара. А чего опасаетесь вы? Единственное, что вам грозит, это сводить меня завтра в Исааки. Исаакиевский собор снаружи опоясывает 112 монолитных колонн. 48 колонн, высота каждой 17 метров, а вес 114 тонн, оформляют портики. 24 колонны подняты на высоту 43 метров. Они опоясывают так называемый барабан, увенчанный величественным куполом, на одну позолоту которого было израсходовано 100 килограммов червонного золота. В последние десятилетия Исаакиевский собор вызывал немало тревог. Ученых прежде всего волновала и волнует проблема сохранения музея памяти. Ежегодно, раз в год, специалисты тщательно осматривают собор и определяют его состояние. Результаты этих наблюдений заносятся в особый журнал. А теперь, товарищи, вопросы. Есть вопросы? Вот вы говорили Бруни, Монферран. А как все это связать с современностью? Ну, возьмите хотя бы роспись Бруни в соборе. Потоп, помните? Сгущается тьма, на ее фоне скала, цепляясь за которую пытается спастись несколько человек. Как не одинаково они перед лицом катастрофы. Глядя на эту картину, невольно думается, что в жизни куда больше людей сдавшихся, переставших или не пытавшихся бороться, чем людей побежденных. Не так ли? Есть еще вопросы? Успокойтесь, Вера. Ваш герой самобытен. В глазах неистовая вера в себя. А чем, собственно, его могла смутить толпа? Ну, спросили бы в худшем случае, сколько весят двери собора. Я замечаю, Вера, что больше всего в мужчине вы цените горение. Ну, конечно, горение – это антипод заурядности. Это полет. Свети, сгорай сам. А, по-моему, это все чушь. Психология ущербности. Словно кому-то я всю жизнь должен доказывать, что имел право родиться. Достоин жить в этом прекрасном мире. Да я и без того знаю, что достоин. Ну, это хорошо, что вы все знаете.
Девушка, можно переиграть со стрелы на дневной, 23-й? На 23-й одно, 7-й 11-е. 23-й, 7-й купейный, место 11. Не понравилось у нас? Я не понравился. Спасибо. Спасибо. А Игорь? Папиросы забыл купить. Что у вас с Игорем Петровичем? У нас с Игорем Петровичем ничего. Но ведь я вижу, Вера. Не устраивайте сцен. В следующий раз постарайтесь найти что-нибудь более юное. Даже не в смысле возраста. Заметьте, я облегчаю вашу задачу. Посмотри на себя. Посмотри на себя, дочь, и подумай, что ты хочешь. Уродина. Тебе нужен юный красавец, а сама... Ведь, глядя на твое лицо, хочется спать. Эгоистка. Тебе плевать, что матери скоро 63 года, что по ночам у нее ломит руки от этой машинки, что на работе ее считает скрягой, будто из-за себя не иду на пенсию. Мам, замолчи, мам. Перестань, перестань, ты будешь жалеть потом о том, что говоришь. Пусть я пожалею, но я тебе выскажу все. За эти 15 лет, что умер папа, сделала ли наша, пусть малочисленная семья, хоть что-нибудь по твоей инициативе? Все, мама, мама. Мам, ну, хорошо. Ну, ладно. Ну, мам, кажется, у тебя действительно плохая дочь. Говорят, жизнь продлевают радости. А какие радости ожидают в жизни твою мать? Ох, как он не вовремя. Конечно же, я буду жалеть. Не пожалела бы ты. Боялся вас не застать, Елизавета Михайловна. Уехать, не попрощавшись. Уезжаете? Да, решил поменять на дневной. Тем более, что культурная программа выполнена сполна. Игорь Петрович. Не забудьте домашние тапочки. Спасибо.
Ну что, провожать так с музыкой? Проверим, как вы знаете классику. Вы что, действительно собираетесь меня провожать? Ну что ж, когда-нибудь вы узнаете, что тяжелее всего нам бывает не от плохих, а от хороших поступков ближних. Я опять знаю, о чем вы думаете. Вы думаете, как я рано постарел? Оправдываться, что жизнь сложна, что текучка заела. Все это, увы, сотни раз говорено, а потому пошло, фальшиво. Молчить. Когда ругают, легче. Ну что ж, кажется, надо прощаться. До свидания. До свидания. Простите. Я представлял вас совсем другой. Наговорил чепухи, но, знаете, по старой привычке хочется нравиться. А как? Кто его знает? Да вообще, есть для этого средства в наличии. До свидания. Спасибо, что обошлись без прощайте. Шли бы вы в вагон, молодой человек?